Что людей там не убивают? Ну, наркотики, они здесь. Я мечтаю, чтобы здесь тоже больше не убивали. Пустите меня! Мы не сможем здесь проехать. Говорят, что люди были в капюшонах, приехали и убили его. Они достали АК-47 и застрелили его. Ну, сначала из пистолета. Да, закончились патроны. Они взяли АК и начали стрелять по машине. Хорошо, что они не попали в бензобак. Могло бы взорваться. Они стреляли беспорядочно. И убили всех. Моего дядю также убили. Он собирался в церковь. Мой дядя просто шел по улице и был застрелен. Он захлебнулся собственной кровью. Мы собираемся в Гваделупу забрать тело. Улицы пусты. Из-за нашей ситуации люди не покидают свои дома. Здесь, на этой площади, они оставляют расчлененные тела, без голов. Иногда только головы с сообщением. Мы должны уходить на работу. И это очень опасно для нас. Очень. Хуарес всегда был опасным городом. В 2007 году у нас было 320 убийств. Нарковойна пришла в наш город. В 2008 году у нас было уже 1623 убийства. В 2009 году здесь было уже 2754 убийства.
3622 человека были убиты в Хуаресе в 2010 году. В Эль-Пасо, штат Техас, сразу за рекой, было всего 5 убийств в том же году, что делает его самым безопасным городом в Соединенных Штатах. Я мирно шел по Гвадалахаре. Чёртово правительство начало войну. С АК-47, но без бронежилета. Я разъезжаю в моем белом грузовике. Я свалил одного, моя винтовка никогда не замолкает. С таким классным прицелом я нанесу ответный удар. Хорошо, призрак. Чего бы ты хотел, чтобы я добавил в твою песню? Чем больше ты мне расскажешь, тем более интересным я смогу это сделать. И тем лучше получится. Скажи, что я родом из Мичоакан. И теперь вы можете найти меня в Окснарде. Какой калибр ты носишь? 9 миллиметров. Или Р-15. Хочешь указать свое имя или звать тебя Призрак? Эль Призрак. Хорошо. Собираюсь встретиться с настоящим призраком. Что-то как-то шумно сегодня. Давай сделаем это здесь, в машине. Все готовы? Или как? Гуляю вокруг, ничего не слышу, с невысыпающимися глазами, с кругами под глазами. Обычно я не люблю траву, только самого лучшего качества. Клиенты спрашивают и платят. И я приношу им пакет. Машину возьму со стоянки и поеду в своем Сильверадо. С юга на север по шоссе 101, всегда я в пути. С деньгами для моих друзей. Мое имя... Да не важно оно. Тебе заплатить? Нормально? Okay. By tonight I'll have the name. All right, my boy. All right. Черт, без чаевых? Hi. Hi. Семейный бюджет. Put it away, do what you gotta do. Ему понравилась песня? Да, понравилась. Завтра я собираюсь записать ее для него. Being a parent. Part of life. Well, part of my life. My son was born and everything was marching good, but God works in mysterious ways and I ended up in jail. So when I get out of jail, one of my neighbors approaches me and he offers. И он спрашивал, хочу ли я петь с группой. Que su papá estaba formando, called Bucanas de Culiacán. We're just starting and we're coming strong because this is something that I've been looking for and that I've been wanting to do since as a kid. You know, it's not something I woke up today and just said, "Oh, I want to be a singer today." You know, it's just something I've been pursuing. We got to make a career out of this. You know, my son's 2 years old, my daughter's 10 months. It makes me think more about the future. I like narco corridos.
People love hip hop, but what do they like in Spanish? There's nothing better than narco corridos, you know? That's what's in style right now. Volando cabezas al que se atraviesa. Мы кровожадные, сумасшедшие, и мы хотим убивать. Спеть еще? Прости. Почему вы работаете в маске? Для нашей же безопасности. На месте преступления очень много людей. Мы никогда не знаем, что за люди в этой толпе. Может убиться один из них. Пожалуйста, там мои дети. Пустите меня. Я в порядке. Дайте мне посмотреть. Дайте. Мои дети. Дайте мне пройти. Я не могу. Почему? Это мой дом. Мы видели, как приехали две машины. Одна из них остановилась. Из окон началась стрельба. Было 3 выстрела. И после они уехали. И кто это сделал? Ребенок. Может быть 14 или 15 лет. Он оставил записку. Б-11. Они еще собираются приехать? Так и будет. Мы должны идти. Это должно быть полный пипец. Оставайтесь за ленточками. Они убили его. За последний год многие мои коллеги уволились из-за страха и неуверенности. Я знаю, что для нас опасно расследовать места преступлений. Но это моя работа. Это то, что мне нравится делать. Поэтому я не уволюсь. Я родился здесь, в Хуаресе. Мой отец тоже вырос здесь. Это прекрасный город. И очень искренний. Шесть или 7 лет назад это был совсем другой город. Не то, что сегодня. В наши дни совсем нет работы. Нет бизнеса. Они закрылись из-за вымогательств. Так много невинных людей здесь погибло. Оказались не в то время и не в том месте. Только так я могу помочь этому городу, делая свою работу. Сейчас придем.
Mexico's President Felipe Calderón declared war on the country's powerful drug cartels, the main suppliers of cocaine, marijuana, and methamphetamines to the United States. 60,000 Mexican military and police are fighting against the 5 major drug cartels. It's a war it's not clear the Mexican government is winning or even can win. Joaquim El Chapo Guzman, the world's most wanted man. He's boss of the Sinaloa cartel. Based out of Culiacan, they are the biggest and richest drug cartel in the world. For 2 years, Chapo's people have been involved in a bloody battle to take over the border city of Juarez. They have turned this industrial city into the murder capital of the world. The money that's being made is extraordinary. The estimates are as high as $40 billion every year made by drug cartels. So there's a lot of cash and there's a lot of weapons all coming from the United States that's helping to fuel this war. He's also the world's richest outlaw. Forbes magazine put Guzman on its annual billionaires list, which angered Mexican President Felipe Calderón, who said it glorified criminality. Вы, наверное, спросите, как и у других мексиканцев, это когда-нибудь изменится? Мой ответ – да. Да, может. Все меняется, и они будут меняться к лучшему. Это мексиканская трава с американским названием. Ух ты, классно пахнет. Похож на запах женщины. Спасибо за гребаную траву. Ты возьмешь этот, верно? I wrote a song for somebody and they gave me a gift. You get gifts sometimes, you know? Маленький подарок, бонус. Парню понравилось коридо, и он подарил мне оружие. Вот так-то. Así es la cosa. 1, 2, 3, бук нас. Какую песню вам напоминает эта базука? С АК-47 и гранатометом на моем плече. Перейдешь мне дорогу, и я снесу тебе башку. Мы кровожадные, безумные, и мы хотим убивать. Что за люди в Эль-Пасо, в Техасе? Вот почему мы так тревожны, как никогда. Эта песня, это все, что у нас есть. С АК-47 и гранатометом на моем плече. Перейдешь мне дорогу, и я снесу тебе башку. Мы кровожадные, безумные, и мы хотим убивать. Мы лучшие в похищениях. Наша банда всегда ходит вместе. В бронежилетах мы готовы к сражению. Я номер 1, мое имя 1. Я хожу под Эль Чапо. И меня зовут Мануэль Торрес Феликс. Шлю привет из Кулиакана. СМФО состоит из судебно-медицинского отдела, следственного отдела, баллистической лаборатории, химической лаборатории, отдела генетики, разыскного криминального отдела и розыска транспортных средств среди прочих других. Сейчас мы самый загруженный судебный отдел в этой стране и во всем мире. Да. У нас есть 2 тела, полностью сожжены. Полностью сгорели? Черт. Выезжаем, подтверждаю.
Трудно работать с телами здесь. Мы не сможем их извлечь. Это будет безопаснее сделать в лаборатории. Сначала люди в машине были расстреляны. Потом они облили ее бензином и оставили гореть на всеобщем обозрении. Месть – это что мы испытали на собственном опыте. 3 июня 2010 года мой коллега Хуан Луис был убит. После работы он был застрелен на пороге собственного дома. Через месяц Саул Чевес поехал забрать своих детей из школы. Он был убит, пока ждал их снаружи. Оскар Миранда был третьим членом нашей команды, которого мы потеряли. Киллер разрядил более 40 патронов из автоматического оружия прямо на пороге его дома. Все они были убиты либо по дороге на работу, либо с работы. Я только что видел подозрительную машину снаружи. Когда это было? Прямо сейчас. Я только что вернулся. Вам надо связаться с координатором и боссом и рассказать им. Черт. У всех есть радиостанции? Это были выстрелы. Крупный калибр. Если вы заметите что-то, просто позвоните нам, чтобы мы могли отправить вам 23-ю скорую помощь. Спасибо. Подождите, дайте мне проверить. Вы всегда выходите с молитвой на устах, потому что никогда не знаете, что может произойти. Вы всегда должны отслеживать, какие автомобили поблизости. Если вы видите странную машину, смотрите, машина без номеров. Такие машины действительно опасны. В этом и есть риск нашей работы здесь. Это беспорядочное движение прямо из Синалуа. Отправка подкрепления, обезглавитель матча заставляет носить бронежилет. Вооружение, опыт, гранаты, без них смерть. Братство Кульякан.
На частной вечеринке и девушки сняли с себя одежду, вы не можете себе представить. Точно, точно, точно! Если бы не было так много насилия в Мексике, у нас бы не было таких задир, как Корридос. И это отражено в группе. Это первый раз, когда группа собрались здесь, на бульваре Сансет, в Голливуде, со всеми знаменитостями. Мы делаем это в Лос-Анджелесе, потому что это очень мощно. Изобрести новое музыкальное течение. Мы приехали сейчас в новый дом блюза. Новая американо-мексиканская культура. Сейчас все эти культуры смешиваются вместе. Люди приезжают сюда отовсюду. Hundreds of clubs in the United States playing this kind of music. Это так здорово видеть всех этих посетителей. Они идут в клуб и всю ночь ощущают себя как наркоманы, понимаешь? Next day they have to go and work. Down deep at heart, el corrido alterado is, we're talking about anti-system rebellion that's making a hero out of somebody that operates outside of the law. Honestly, I think the sky's the limit. I think we can be the next hip-hop. Командор, командор. Командор, как дела? Будет ли это первым шагом к Голливуду? Будем надеяться, будем надеяться. Мы собираемся увидеть серию великих артистов. Огромный ряд из 22 артистов. Вы сказали, что собирались приехать к 11 утра. Я ждал здесь. С дурью. Многие думают, что это музыкальное течение из Лос-Анджелеса, но на самом деле оно из Синалуа. Итак, имею честь представить, прямо из Кульякана, из Синалуа, нашего главного гостя, Командор. Великий Корридо. Да, вам это нравится? Моя мама слушает это. Она говорит, что я похож на тебя. Да, я написал это в Дуранго. О, ты написал это там? I honestly look at Commander like a big inspiration. Just to see how much he's grown just, gives me hope, gives me the will not to give up. Он начал играть на аккордеоне. Однажды вы сможете, как я. Кто хочет Корридос? 1, 2, 3, Мукнас. They want to be like Narcos, they want to be Chapo Guzman. He's the most wanted man in the world. It was Osama bin Laden. Now I think he's the most wanted right now. My respect for him because he helps a lot of poor people. Una vez por todas te llegó la hora, hoy punto final.
estúpida historia. No estarás tranquilo, vivo en tu mente, tu juicio final. Снимите этот косяк. Una vez por todas que llegó la hora, si no me conoces. Люди очень пьяны, часто в стельку. Часто люди уже приняли препараты. Бывают драки на 8 шоу из 10 тех, что мы делаем. Ты всегда услышишь этих наркокорридос на полицейских частотах. После того, как мы слышим коррида, это означает, что было преступление. Спасибо, мы сейчас будем. Полиция никогда не ездит сюда. И теперь они ездят по двое. Почему? Они посылают сначала разведку на поиски плохих ребят. Они все те же ребята. Я не понимаю, почему здесь так много полиции? Они должны пойти и поймать преступников. Федералы остановили преступников, но тогда их просто отпустили. И местные полицейские злоупотребляют своей властью, они хулиганы. Это именно их вина в том, что гибнет так много невинных людей. Прямо сейчас 5 или 6 человек были убиты. В том числе работники. Клиенты, возможно, и полицейские тоже. Хорошенькое Рождество. Иногда я спрашиваю себя, разве это я все испортил? Было ли что-то, что я сделал неверно? Некоторые даже говорят: вы, ребята, просто сборище хулиганов. Обидно, когда люди не ценят твою работу. Правда в том, что смертей слишком много, что иногда это просто давит тяжелым грузом. Как следователь, я играю свою партию в этой системе. Он смотрел новости. Я спросила, что случилось, сын? Он закрыл лицо руками. Что случилось, сын? Коллегу. Что произошло? Они убили его коллегу по работе. Теперь Ричи не выходит. Он не идет выпить, погулять. Он не выходит из дома. Он приходит с работы домой, ест и спит, а затем возвращается к работе.
Когда он уходит утром, я не знаю, вернется ли он. Иногда я жалею, что он не оставит эту работу. Возможно, было бы гораздо спокойнее. Почему нет? Объяснишь нам? Нет другой работы. И это моя карьера. Но на прошлой неделе вы потеряли одного из своих коллег. Иногда я так волнуюсь, вы просто не представляете. Ну как Ричи сказал, это его работа, это его карьера. Если он уволится, как будет себя обеспечивать? Все малые предприятия закрываются или уже закрылись. И те, которые еще не закрылись, платят деньги вымогателям. А что, если сыграть свадьбу и уехать в Эль-Пасо? Если он получит хорошую работу там, мы все пойдем вместе с ним. Это мой дом. Я родился и вырос здесь. Я живу здесь уже 34 года. Это всегда была моя комната. Мое собственное пространство. Только мое. Это где я смеюсь, это где я плачу. Все это здесь. Да, сын мой. Будь осторожен, хорошо? Пока, сын. С Богом. Ричи не хочет уходить с работы. Но чем выше он получает повышение, тем в большей он опасности. И он говорит мне: «Мама, 18:00, закрывайся дома. Даже если ты видишь, что это курьеры, не открывай дверь никому». Эти молодые ребята приходят. Они приносят небольшую бумажку, как вот эта, с номером телефона. И спрашивают: «Что это такое? Чего вам надо?» Они отвечают: «Звони по этому номеру, и мы больше ничего не знаем». Вам страшно, и вы не знаете, как поступить. Но все же звоните по этому номеру. Они говорят вам, что скоро придут за некоторой суммой. Но почему? Я и без того беден. Я все сказал. Если нет, закрывайте свой магазин. Что мы можем сделать? Открыто. Хоакин, ты в порядке? Тебя срикошетило? Успокойся, любовь моя. Пистолет выстрелил. Еще один. We specialize in Mexican movies. They're action movies mainly. And right now we're doing them based on narco corridos, with the whole narco culture. We know that having a big singer in a movie is to great advantage. Auxilio! Auxilio! Я прикончил его. Куда теперь, босс?
Мы рискуем тем, что этот ублюдок все расскажет друзьям. Вырежь это. Это должно быть сделано, как в кино, придурок. Он здесь. Это актер из Эль Балиадо. Дубль 8, камера 2. Начали. Ты покойник. Снято. Все слушают наркокорридос. Я не думаю, что есть кто-то, кто их не любит. Я бы хотела стать подружкой наркокорридос. Потому что это образ жизни. И ничего плохого в этом нет. Ладно, должно быть есть немного плохого, но это лишь стиль жизни. Они здесь уже несколько лет в нашей Мексике. В этом что-то есть от нашей культуры. People, they glorify these guys. They see them as their heroes, you know. That's basically the story. That's why you see, that's why narco culture has grown so much, because these guys see narcos as a modern day Robin Hoods. The whole business in here is in the U.S. These movies are in Walmart, Target, and all the major chain stores. This music is becoming more professional. Nowadays, we can do a lot of things in the American way. When I met Commander 4 years ago, the first gig that we had, it was for free, and right now we charge him $45,000 for a performance. And he's booked all the year, and people are, you know, they're fighting for him to go play to their places. I was behind Walmart for almost 3 years, and they didn't want to sell our product. So the first order they made, they only ordered like 100 CDs. And it took 1 week for them to sell that. Next order, they ordered 50,000 copies. And the radio stations were the same way. At the beginning, they didn't want to do it because they say that the music is too violent. You know, the big business, they're afraid. But at the same time, they already know that's the way to get to the young people, to a new generation. I think everyone is on the push right now to get into this kind of music, just like rap or hip hop. So be ready. Да, мужик. Заметано, чувак. Лос-Анджелес. Мне так много предстоит изучить.
Мне нужно больше слов. Больше сленга. Ты должен отправить меня в Мексику, чтобы пожить там в течение полугода или около того. Если ты родился здесь, у тебя нет словарного запаса, как у тех, кто из Мексики. Я получаю информацию из YouTube и интернета. Все командоры должны путешествовать. По этой причине я всегда хотел поехать в Кулиакан, написать еще корридос. Как ты, мой сын? В порядке, бабушка, спасибо. Вы танцевали. Я думал сегодня... Я просто не встречал лучшей женщины, чем вы. Нет, я серьезно. Вау. Любовь. Я слишком мал, чтобы убивать. Вот почему я живу таким травмированным. Вновь получаешь травму. И снова в бой. Никто не может меня поймать. Только скажут, он снова ушел. Только с автоматом АК. Мы принимаемся за работу. Мне не нравится его голос. У него хороший оттенок. У Гордита Чапарита лучше. Да, почему он не пришел? В мафии его знают, как М1 среди его друзей. Он очень активный сотрудник. У моей девушки и у меня есть планы. Уехать отсюда в США, в Эль-Пасо. Она считает, что там более спокойней. Она не хочет жить в Хуаресе из-за отсутствия безопасности. Мы должны думать о безопасности наших детей. В один прекрасный день у нас будет семья. Это будет самая важная перемена. После того, как вы пересекаете мост, вы чувствуете тишину. Другой ритм жизни. Как ты себя чувствуешь, Ричи, возвращаясь в Мексику? Вы не поверите, насколько больше свободы я чувствую, потому что это моя страна и мой город. Здесь я меньше волнуюсь, немного нарушая правила. Я просто чувствую себя более уверенно. Там будет трудно жить. Есть разница в обычаях и культуре. Другой язык. Я буду скучать. Все, что здесь, Мексика. Хуарес. Хуарес — это не только смерть и насилие.
Это также любовь, доброта, уважение. Есть хорошие люди. Usually, all the information we get about Mexico is a narco blog, delnarco.com. You could see people like with their guts coming out from the stomach, their heads blown off, all real things, you know? That's how we get ideas, that's how we make our songs. You know, everything saying about, you know, Chapo Guzman, policías, the police officers killed. You see that? He's all chopped up. This is all day, every 30 minutes, you know, 24/7. Oh, there's a video. Watch. Как тебя зовут? Карлос Хогада. И кто получил деньги? На видео, размещенном в сети, схваченного члена карателя Синалоа допрашивают члены конкурирующего картеля. Они заставляют его рассказать о чиновниках, работающих с картелем Синалоа. Кто еще из чиновников платит картелю Синалоа? Коррумпированные или нет, чиновники, названные в видео, знают, что теперь они мишени. Назови мне еще имена. Это координатор СМФО в Хуаресе. Как его зовут? Через 2 дня появилось еще одно видео. В этот раз разговоров не было. Было написано сообщение. Вот что будет с людьми, которые продолжают работать с картелем Синалоа. В этот раз, как обычно, фоном играет наркокорридо. Атмосфера в офисе не очень комфортная. Ребята называют потенциальных жертв ходячими мертвецами. Узнав об угрозах, в полиции информация распространяется. Ваша жизнь радикально меняется, потому что вы должны соблюдать меры предосторожности. Вы не можете просто выйти на улицу, как раньше, погулять по торговому центру. У тебя тоже есть семья, не так ли? Значит, тебе не надо ничего объяснять. Да, но в прошлом году мы потеряли наших коллег. Это риск для всех нас, для всех, кто здесь работает. Ты не в цветочном магазине работаешь. Было бы глупо не обращать внимания на предупреждения. И я бы предпочел не говорить о моей семье. Поэтому на сей счет я промолчу. Хотя Оскар был потрясен, он продолжал работать, пока не получил угрозу. Если ты не уволишься, сегодня вечером будешь казнен. Оскар уволился, и никто никогда не видел его больше. Первое, что происходит, ты больше не боишься закона. Когда мы работали, мы попросту подкупали власти. Потому что это цикл.
все это. Ты когда-нибудь мучил кого-нибудь? Однажды. Я делал разные вещи. Я должен был оказывать услуги многим людям. Нас было 3, и вместе мы просто избили его деревянными битами. И когда он не захотел нам рассказать, где он прячет наркотики, мы сожгли его, предварительно связав руки. В такой момент ты ничего не чувствуешь, потому что если люди, с которыми ты работаешь, увидят твою слабость, ты попросту будешь им бесполезен. Поэтому необходимо быть собранным. Ты не можешь иметь чувство сострадания к другим людям. Поэтому я снова взялся за биту. И прекратил переживания. Я ударил его битой еще 3 раза. После этого они ударили его по затылку. И все было кончено. Я неделю не мог уснуть. Не думаю, что это когда-нибудь закончится. Резня в тюрьме Хуареса произошла 25 июля 2011 года. Видео, распространенном властями, заключенные, одетые в белое, легко забрали ключи у охранников, которые их просто отпустили. Видно, что они открывают двери в камеры и вооружают других заключенных. «17 заключенных были убиты в тот день, и еще 20 получили ранения. Властям потребовалось 24 часа, чтобы взять ситуацию под контроль. И для нас, чтобы получить доступ к телам. The fences here, that alone has deterred a lot of the people trying to come into the U.S. We used to see daily about 130 to 140 people a day trying to cross through here. But with the increased technology, personnel, and infrastructure, we'll see maybe 3 a day trying to make an entry here in this area. We also had a decreased number in narcotics seized. Фактически, сейчас мы ловим преступников меньше. Значит ли это, что на самом деле торговля наркотиками стала менее активной? Это может быть самообман, верно? Вы теряете контроль. One second, hold on. It's a good question. I never got asked that before. Let me call my boss. That way I can find out. That way we'll know for sure. Hey, Demi. I want to ask you one quick question. Yeah. All right, thanks. Well, this war is an ongoing war, and we hope to stop it. Наиболее крутая трава – это марихуана и синалоа.
as one of my buddies, he stays stuck on that meth. That meth is something else. My respects for that. And it just makes me compare my life to, to the life that I used to have and shit. And it makes me not want to fucking, not even have nothing to do with that. Fall back to anything, meth, coke, any drugs. Fuck that, only weed, that's it. Keep it natural. Drugs fuck up your life. Huh, papas? Fuck drugs. Нет наркотикам. Нет наркотикам. See? Which is drugs, no drugs, huh? Мы получили заявление через YouTube. Это видео было специально сделано для моего друга Эдгара Кентеро и моего друга Хайме от Букнас Синалоа. Вот и все. Не ошибитесь. Это для наших друзей из Букнас. Fully automatic AR-15? No, I think it's an M60. Для наших друзей из Букнас. Каждый раз, когда я смотрю это видео, оно поражает меня. Я хочу поднять бокал. Это мой друг 300, прямо там. Он и его брат. С его деревянной ногой. 300 подошел ко мне, как фанат, и спросил, как он может получить коридор. Ариба Синалоа, ублюдки. Картель Синалоа всегда был там. Это был самый сильный картель за все последние годы. И что очень важно для корридос, ты должен признать, что это направление становится очень популярным. Картель Синалоа сейчас на подъеме. И именно поэтому мы поем людям. I want to live over there just to get the feel of life over there, and maybe honestly I think it'll help my career, it'll help my music. It'll inspire me to write more. On that maybe, but I wouldn't. Hell no, not to live over there. Maybe I a would 6 month never take my vacation. kids over there. Hell no. No. Он поет в Букнас. Он певец. Да, мы его уже узнали. Прошли годы, сегодня я наемный убийца. Работаю на улицах Эль Чапо до Эль Майо. Я смелый и жесткий работник. И я всегда готов к действиям. Я хорош в этих делах, и я следую приказам. Меня зовут 300, скажите мне, когда и где. Бизнес будет процветать, даже если нет причин. Я же вижу, что происходит вокруг. Я слежу за всем очень пристально. Everybody's singing these songs that talks about beheaded bodies, killings with the AK-47. And when I start to listen like these narco corridos of the Movimiento Alterado, I was like, what? We have no idea of how deep this is in our minds and culture. For me, it's like a symptom of how defeated we are as a society. The kids want to look like narcos. What I think is because they represent an idea of success and power and impunity and limitless power.
And if you can kill a person, that is limitless power. Мы посмотрели статистику всех зарегистрированных преступлений и обнаружили, что из каждых 100 убийств только 3 случая продвигаются в их расследовании. Как только эти 3 оказываются в суде, еще меньше из них признаются доказанными и выносятся наказания. Так, 97% из 10 тысяч убийств за последние 4 года даже не были расследованы. Ни один из них не закончился приговором. А если нет никаких наказаний, люди просто совершают все больше и больше преступлений. В последние годы мы сфокусировались главным образом на судебно-медицинской экспертизе. Проблема в том, что вся эта информация не используется. После преступления следователи по уголовным делам собирают всю имеющуюся информацию. Очень мало случаев, когда они фактически идут по следам и находят виновных. Почти никогда. Мы знаем очень много случаев, когда власти сотрудничают с преступными организациями. По моему мнению, базирующимся на моем опыте, администрация очень осторожна в расследованиях. Ситуация остается неразрешенной, и это бросает тень на нашу историю. Можете ли вы рассказать нам, что случилось с телом, что было найдено в правительственном учреждении в прошлый вторник? Зарезали. Я не знаю, стоит ли говорить об этом случае. Таких случаев бесконечное множество. Мы просто делаем свою работу и не знаем зачем. 10 октября я вышел на улицу позвонить и нашел расчлененное тело. Человек был просто изрублен. На закате мы собрали более десятка частей этого тела. Вскоре после этого видео матери жертвы появилось в интернете. Кто эти люди, что начали эту войну? Кто-то разрешал им это делать? Никто не спрашивал граждан. Мы находимся в центре этой войны. Они убивают нас. Они убивают наших детей, и никто ничего не делает. Никто не возмущается. Кто просил президента превратить страну в поле боя? Кто? Кто ему сказал, что он может бросить нас вот так? Он должен быть тем, кто сражается. Он должен объявить войну и воевать, а не наши дети. Почему все матери молчат? Почему? Почему?
Они обезглавили его живым. Живым. Эти животные разрубили его на 16 частей. Все видели, когда они забирали моего сына. Было бы лучше, если бы они убили его на месте. Но они обезглавили его живым. Я не понимаю этого. Мне больно. Я не могу принять это. Кричи, Хуарес, кричи. Кричи от боли. Почему никто не кричит? Сегодня, в Дуранго, я хочу обратить ваше внимание, даже если это и не случилось с вами. Но я хочу, чтобы вы посмотрели вокруг себя, подумали и прислушались к крикам о помощи. Верните мне моего сына. Верните моего отца. Верните мне моих братьев. Потому что если вы не проснетесь сегодня, Дуранго, тогда вы не сможете понять, что завтра не будет таким же, как сегодня. Что завтра вы не сможете прожить так же, как сегодня. Завтра вы обязаны построить лучший Дуранго. Потому что если вы не осознаете это сейчас, завтра родной Дуранго будет заброшен и забыт. Мы проехали 3400 километров, чтобы добраться до Сьюдад-Хуарес, самого больного места этой страны. Остановились в Хуаресе на 2 дня. В течение 48 часов мы продолжали работать, как всегда. И выезжали на 19 убийств. Я хочу помолиться. Мы собираемся в Мексику. Куда именно? В Кулиакан. Закройте глаза. Это хорошо, что у вас есть вера. Что бы ты поменял в жизни, если кто-то дал бы тебе $1 миллион? Чего бы я ни сделал? Построил бы дом для моей мамы и отца. Дом для меня и моей семьи. У тебя есть план, но сейчас ты не знаешь, что делать с деньгами. А знаешь почему? Потому что это тебя не интересует. Тебе просто не нужны эти деньги, понимаешь? Или нет? Мне просто нужно мое здоровье, и чтобы быть именно так. Здоровье. Здоровье и безопасность. Сколько тебе лет? А насколько я выгляжу? 27. Я только что отметил 60-летие, и в один прекрасный день ты тоже это сделаешь. Только в этом возрасте ты понимаешь, что всего достиг. И как только ты закончишь свою миссию, что потом?
Вернусь. Ты поступил бы так же. Никаких вечеринок в доме, хорошо? А тебе никаких вечеринок в отеле. Не в Мексике. Черт, нет. Мексика опасна. Да, я боюсь. АК-47. Что он сказал? Он сказал АК-47. Подождите, подождите, подождите. А что насчет меня? Хватит врать ему, Эдгар. It's funny, Bucanas de Culiacan has the name Culiacan in it, but I gotta be honest, I really don't know Culiacan. Just to go and just see the capital, just be there where all the big narcos are originally from, you know. It's the motherland where narco cultura comes from. Это для всех, кто говорит, что Букнес не из Кулиакана. Вот мы и в центре Кулиакана. На небольшом ранчо за городом мы здесь. Посмотрите вокруг. Если вам это знакомо, вы знаете, где мы. Эй, посмотри на его рубашку. Букнес, видишь? Это я. В середине. Это все твое? Да, здесь все наше. Здесь по-настоящему спокойно. Ну конечно, это же наша земля. Вы, ребята, здесь хозяева. Просто скажите нам, что и когда делать. Потому что вы знаете, как здесь все работает и все как устроено. Я не хочу, чтобы здесь были какие-либо проблемы. Мы пришли сюда для того, чтобы просто посмотреть. Спойте что-нибудь. Мы можем пойти куда захотим. Чувствую себя признательным. Счастлив и благодарен за... Даже собаки не гавкают на нас здесь, что? Здесь даже собаки на нас не гавкают. The land of heaven here. Это хороший материал, братан. Мой друг и я варили мед. Там на ранчо вблизи Модесто мы были счастливы. Пока не пришла полиция и не выгнала нас с нашего места. Сколько в каждом мешке? 1 фунт. Сколько это стоит в долларах? В Лос-Анджелесе за каждый по 9 тысяч долларов. Всего 100 тысяч. Он торговал со своей лодки, где он варил мед. Он привез его в Феникс, штат Аризона, где он продал эти кристаллы. Катрин и я приготовим и вышлем вам мед. Просто работаю, пока гринго курят эту дурь. Это прикольная песня, добавь ее в список. Вы должны записать несколько песен.
Можем их записать в ЛА. Все, что я пишу в моем гараже в ЛА, просто фигня. Вы должны реально что-то пережить, чтобы писать об этом. Не попал ни в одну. Arriba Culiacán, Sinaloa. Какой сюрприз меня ждал на ранчо. Он ждал меня долгое время. Потому что у меня очень много киллеров. Мне предложили столько денег, что мне все равно, что вы говорите. Они заплатили мне, чтобы убить. Сейчас мы будем играть для этого парня. И он намерен заплатить нам наличными. Он хочет, чтобы мы приехали сейчас. Здесь или внутри? Нет, мы поедем в его дворец. Хорошо, классно. Его сын из Ростер Синалуа. Ростер Синалуа? Да. Вечеринка началась, пойдем. У меня есть немного кучита бланца. 4 грамма. Могу я попробовать завтра? Да, конечно, завтра дам тебе попробовать. Как живете здесь? Друг, здесь классно. Здесь просто супер. Если у тебя есть деньги, ты делаешь все, что захочешь. Стреляешь. Куришь марихуану. На виду у полиции. Упс, я ничего не говорил. Иногда мы стреляем из пейнтбола по проезжающим полицейским. При выстреле возникает такой звук. И они все начинают кричать. Им действительно страшно. Деньги и счастье – практически синонимы. Сначала вы получаете власть, после вы получите деньги, потом вы получите шлюх. Другими словами. И я достал сумку, полную боеприпасов. К чистому АК-47 и 45-му калибру. Не думайте быть храбрецом. У меня их достаточно, слава богу. На контрольно-пропускном пункте федералы только говорят мне: проезжайте, сэр. Не спрашивая, откуда я приехал и куда направляюсь. Я из Синалуа. И, конечно, у меня есть враги. Что ж делать? Я никогда не прощу предателей. И если я дерусь, я не проиграю. Я не из пугливых. И на вызов я отвечаю. Это случилось ночью, все произошло мгновенно. Мы услышали тяжелый гул двигателей. И Ричи подумал, что это полицейские. Они проезжали мимо нашей машины. А кто-то из первого грузовика кричит: «Как дела, педики?» А Ричи оборачивается и говорит им: «Вперед, проезжайте!» 8 грузовиков проехали мимо. Действительно большие грузовики с мужиками в масках. Вот когда я и сказал: это не полицейские. Вот так, неожиданно мы оказались в самом центре событий. Как-то так. И парень вылазит с пассажирского сиденья. Тот парень, который сказал, что случилось. Да-да, тот самый парень. Это был такой элегантный мужик.
Полы его пальто почти касались земли. Очень красиво. Классные туфли, хорошие брюки и рубашка. Тощий, с белыми волосами. Можно было подумать, что он был юристом. Он подходит, держа в руке АК-47. И начинает объяснять нам что-то. А его автомат в это время упирается мне в живот. Знаешь, кто мы такие? Честно говоря, не знаю. Потом они сообразили, что мы им не помешаем, и поехали дальше. Я все машины запомнил. Первое, что Ричи делает, берет радио и звонит в 23, служба спасения. Безрезультатно. На следующий день нас вызвали в отдел Министерства внутренних дел. Вы помните грузовики? Я помню, что это были роскошные. Вы видели номера? Я видел их. Я видел. Но нет, я не видел. Я ничего не видел. Я подумал, должен ли я рисковать своей жизнью и жизнью моей семьи? Сколько еще мы должны терпеть это? Изменится ли это когда-нибудь? Изменится ли к лучшему? С Божьей помощью. Через месяц после нашего разговора мой друг Исаак Иисус Орона был убит. Он попал в засаду возле своего дома, став четвертым убитым следователем нашего отдела. Мы с тобой. На этой работе мы становимся близкими друг к другу, как семья. То, что случается с одним из нас, происходит со всеми нами. Вот как смерть Исаака влияет на нас. Нам уже тебя не хватает. Покойся в мире, номер 21. Браво 3, есть. Браво 9, есть. Браво 13, есть. Браво 21, есть. Браво 21, есть. Браво 21, есть. Я переживаю потерю сына. Двое моих детей были убиты одинаково. Первым был Давид. И его забрали у меня тем же способом. Пуля в голову. Что ожидает наш город в будущем? Дело даже не в городе. Что будет с нашей Мексикой? Будет ли наше общество уничтожено? А те, кто работает на правительство, они все боятся. Если они уволились, где бы они ни были, страх будет преследовать их. Но я бы посоветовал им не уходить в отставку. Я боюсь. Мы все боимся. Но мы не можем всегда жить в страхе. Все большие шишки в конечном итоге оказываются здесь. Все эти люди из Кулиакан
Алварадо, Рубен, Карабаба. Все крупные шишки. С самого рождения я хотел быть как они. Я хотел быть похожим на Педро Авельеса или сеньора Долас Челоса. Из многих тысяч неудачников только один попадает туда. Может быть, даже и не один. Здесь есть люди, которые хотели бы быть похоронены вместе со своими пикапами. Есть еще гробницы с пуленепробиваемыми стеклами. Пуленепробиваемые, потому что они хотели. Они сделали так, потому что могли. Знаешь, куда они сбрасывают головы и ноги? Здесь. Здесь они выбросили голову, здесь они выбросили ноги. И здесь они оставили все остальное, понял? В прошлом году мой босс рассказывал, что они нашли здесь расчлененное тело. Многие поговаривают, что это был подарок. Небольшой презент для мертвых. Там вы найдете новых мексиканцев. Новых наркос. Так в этом секторе все новое? 3 года назад здесь ничего не было. А теперь? Это город. Этот район, там будет продолжать расширяться и расширяться. Следующий ваш визит, это будет все застроено. I don't blame this cemetery for being the way it is. It's beautiful. In this world, everybody wants respect. And in Mexico, there is no other way to win respect than, pick up an AK, and if you're a big influential person in the mob, you have money. And people want to be that person. You gotta do what you gotta do. I like violence. I carry guns. Мне нравится плохая жизнь. I sing about bloodshed and about killings and about all that, but in my type of business, we look up to that type of person, and they stay alive through my corridos and my music. Yeah, as long as I have a voice, as long as nobody slits my vocal cords, I think I'll always be a singer. Bucanas de Culiacán. Посмотрите. Вы видите там человека? Он был убит. Видите полицейских? Они заберут тело и уедут. Я говорю им правду. Это реальность, в которой они живут. Мы не можем отрицать реальность.
Я еду по улицам и вижу людей без надежды. Когда они слышат сирены, они видят в нас ангелов смерти. Я вижу на улицах много зла. И хорошие люди в страхе прячутся. Молодежь утратила ценности и теперь боготворит дьявола. Я работаю профессионально, как только могу, но без души. Какие у меня варианты? Реветь? Терпеть? Я должен продолжать работать. Здесь пахнет. Ужасно воняет. Пахнет кровью. Это запах смерти. И в 50 метрах отсюда, с другой стороны границы, никто не хочет знать, что тут происходит. И они закрывают на это глаза. Я скучаю по Хуаресу, в котором вырос. Где играл? Вернусь ли я сюда снова? Где он предел? Для чего все это? Но в то же время я здесь, в моем любимом Хуаресе. С начала нарковойны с 2005 года в Мексике было зарегистрировано более 60 тысяч убийств. Музыкальное течение наркокорридос было запрещено на ТВ и радио. Однако его популярность в США и Мексике только растет. Перевод Жасин Папа. Закадровый текст читал Паша УП. Озвучено 7 августа 2014 года. До скорых встреч! Maldito gobierno me emprendió batalla. Con cuerno de disco sin pechera andaba, una que mi blanca es la que navegaba. Ráfagas al viento pa' que se zafaran, quemando casquillos y ellos contestaban. Tumbe uno de casco, el riflo no fallaba. Buen pulso, buen ojo, mi escuela rifaba. Mi supercomando trozó al del gobierno. El enfrentamiento parece al infierno. Jamás pensé yo perder esa batalla. Ni modo la pierdo, pues ya me tocaba. A Culiacán ya no regresé con vida. Lo que empieza recio, recio se termina. Consciente en mis hechos, yo no culpo a nadie. Si me traicionaron va a haber mucha sangre. Entre averiguatas si no se termina, pagarán muy caro en docenas mi vida. Mini 6 mi apodo, Mesa mi apellido. De Torres y Llanos mi nombre es Raulillo. El 6 enredado en alto con valientes. De Culiacán no sale gente corriente. Los que van brotando pronto se terminan. Que vuelen cabezas no merecen vida. Yo no fui corriente, fui gente de gente. Amigos de amigos, me porté decente.
voy tan triste, fue gran despedida. Al fin y al cabo quería andar con el viejo, pero ahí les encargo al que puso el ejemplo. A lo mejor pronto resulta el retorno. Fui hombre enamorado